Рассматривать животных как эмоционально равных нам – явление не новое. Пифагор, древний философ и математик, живший до нашей эры, считал, что животные обладают полным спектром человеческих эмоций. Несколько позже Чарльз Дарвин писал: «По умственным способностям нет принципиальной разницы между человеком и высшими млекопитающими». Сегодня современные исследования подтверждают идею того, что по крайней мере некоторые животные испытывают различные эмоции, включая страх, радость, счастье, стыд, ярость, сострадание, уважение и многое другое. Одной из самых сложных эмоций является эмпатия, способность понимать и разделять чувства окружающих. Люди проявляют сочувствие как другим людям, так и к животным. Делают ли животные то же самое? Исследования показывают, что да. Наблюдение эмпатии у животных происходит все чаще благодаря нашей способности безопасно наблюдать за животными в их собственной среде обитания. Вот несколько примеров того, как животные проявляют эмпатию, которую мы могли бы описать как человеческую. Слоны оплакивают погибшего защитника природы. Лоуренс Энтони был защитником природы и основал заповедник Тула-Тула с африканскими слонами. Он приобрел репутацию человека, способного утешать слонов по прибытию в заповедник. На самом деле ему удавалось удерживать слонов, которые хотели уйти от того, чтобы они снова оказались в опасности. Когда Энтони умер от сердечного приступа, слоны отправились к нему домой, по-видимому, чтобы отдать дань уважения. Его сын сказал, что с тех пор, как умер его отец, каждую ночь стадо приходит к его дому, в их заповеднике. Хотя слоны, оплакивающие потерю своих членов стада, не являются новым явлением, акт отдания уважения человеку, который упорно трудился, чтобы помочь им, достоин уважения. Собаки утешают людей после травмы. Согласно статье в New York Times, ветеран войны в Ираке Бенджамин Степ вернулся домой после 2 боевых операций с черепно-мозговой травмой и многочисленными другими травмами, причиняющими ему боль. Во время лекции в аспирантуре он изо всех сил старался сосредоточиться, но был очень взволнован. Никто в классе этого не заметил, кроме его служебной собаки Арли, которая прыгнула к нему на колени, чтобы утешить. Он верит, что Арли сочувствует ему, когда он испытывает эмоциональные трудности. Когда ужасные события 2012 года произошли в начальной школе Сэнди Хук, собаки-терапевты смогли помочь детям исцелиться. На самом деле один ребенок впервые заговорил после расстрела, после того, как погладил одну из собак. Недавнее исследование показало, что собаки проявляют сочувствие к людям и действуют в соответствии с этим чувством, быстро реагируя на человеческий плач. Крысы присматривают за своими друзьями. Многие не представляют себе крыс, когда думают об эмпатии, но недавние исследования доказывают, что крысы сопереживают своим собратьям. В ходе исследования крысы спасали своих друзей от утопления. Эксперимент показал, что когда одна крыса была пропитана водой, другая быстро научилась управлять рычагом, который позволял первой крысе выбираться в сухое место. Эмпатия у животных охватывает виды и континенты. Животные проявляют сочувствие к людям и другим животным множеством способов, включая утешение, скорбь и даже спасение друга от вреда за свой счет. Вот 3 примера сострадания и морального поведения млекопитающих, все из книги знаменитого нидерландского приматолога Франца де Вааля из университета Эмори под названием «Истоки морали в поисках человеческого у приматов». Первое. Во время эксперимента 2 капуцина находились в отдельных соседних клетках. Одна из обезьян могла выбирать между 2 разноцветными жетонами. Но важно то, что выбор зеленого жетона вознаграждал обеих обезьян. Однако красный жетон вознаграждал только того, кто выбирает. В конечном итоге обезьяна вскоре начинала щедро выбирать зеленые жетоны. Шимпанзе делали то же самое. Второе. Шимпанзе заботятся о своих больных и престарелых. Например, бегают и приносят воду для пожилой, страдающей артритом самки. Третье. В отдельном случае обезьяна по имени Лоди откусила палец ветеринару, за что она испытывала явное угрызение совести. Увидев забинтованную руку ветеринара, Лоди бросила взгляд и пошла в самый дальний угол, где села, опустила голову и обхватила себя руками. Затем она проявляла явное осознание последствий своего поступка. 15 лет спустя, когда ветеринар вернулся в заповедник, Лоди была одержима тем, чтобы посмотреть на его руку, пока не подняла ее, указывая на отсутствующий палец. Она все еще помнила об этом инциденте. Также задокументированы реальные истории о том, как слоны находили людей, которые потерялись. В одном случае старая женщина, которая плохо видела,
заблудилась и была найдена на следующий день со слонами, защищавшими ее. Они заключили ее в нечто вроде клетки из веток, чтобы защитить от гиен. Люди также не раз видели, как горбатые киты помогают тюленям, на которых охотятся касатки. В 2009 году морской биолог Роберт Питман сделал невероятные фотографии горбатого кита, катающего на своей груди тюленя Уэдделла, таким способом защищая его от стаи голодных касаток. Эти вещи кажутся нам необычными и новыми, потому что мы только недавно задокументировали эти инциденты, но они, вероятно, делали подобные вещи в течение миллионов лет. Известно, что мы очень быстро привязываемся к нашим домашним питомцам, и нам иногда хочется проверить, насколько сильно они нас любят, и могут ли они нам посочувствовать, если нам стало плохо. Подобный эксперимент провела молодая американка со своей лошадью в конце 2020 года. Она села недалеко от лошади, которая ела, и притворилась, что плачет. Однако лошадь повернула голову в сторону хозяйки, взяла немного сена и подошла к ней, чтобы посочувствовать. Словно утешая ее, молодая девушка ласкала лошадь, пока она продолжала симулировать свой плач. Вирусное видео закончилось ласками, которые получила лошадь, не отходившая от девушки. Ролик потряс социальные сети, и на момент создания этого ролика собрал более 9 миллионов просмотров на YouTube. А как это дело обстоит у собак? Собакам, как и людям, не нравятся те, кто плохо относится к их друзьям. Недавнее исследование, проведенное Киотским университетом, сообщает, что наши верные друзья могут отказаться от пищи, когда видят, как эти люди плохо относятся к их владельцу. Исследователи привлекли 18 собак, разделив их на 3 различные игровые группы, в которых владелец собаки сопровождался 2 людьми. Собака их не знала. В первой группе владелец собаки искал помощи у одного из 2 человек, и эти 2 человека активно отказывали в помощи. Во второй группе владелец собаки получил поддержку от одного из людей. В третьей группе владелец собаки не взаимодействовал с кем-либо. Это была контрольная группа. После этой сцены 2 неизвестным было предложено покормить каждую собаку. Вот как это происходило. Собаки, владельцам которых помогали, без сомнения согласились, чтобы их покормили. Собаки, владельцам которых было отказано в помощи, отказались от предложенной пищи. В контрольной группе собаки без раздумья приняли еду. Несмотря на то, что предстоит еще много исследований, касающихся эмоций животных, сегодня существует больше доказательств, чем когда-либо, что наши друзья-животные испытывают такие же чувства, как и мы. Вероятно, эти чувства играют большую роль в их жизни и выживании. На этом все о сочувствии и эмпатии животных к человеку. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.